Сегодня мы поговорим о воде, о всех ее основных параметрах, которые важны для нашего здоровья. Поговорим с вами сейчас сначала о тех качествах воды, которые можно измерить, которые можно зафиксировать и как их можно изменить. Вообще водой я, конечно, заинтересовалась очень давно и прекрасно понимала, я думаю, как и вы, важность свойств воды не менее, а даже, может быть, более актуальна, чем какие-то категории даже продуктов. Если мы определенные категории продуктов можем просто взять и исключить из своего питания, и поэтому существуют различные диеты, какие-то подходы даже радикальные, и, в принципе, человек может приспособиться к разному питанию, то, что касается воды, то вот здесь, на какой бы мы диете ни находились, как бы мы с вами не пытались там что-то, видоизменить в питании, то воду мы пьем все время. И мы все время моемся, купаемся, готовим, просто пьем воду. И поэтому этот вопрос всегда меня очень сильно занимал, интересовал. И я его достаточно давно начала изучать. И первое мое изучение – это было разбор, я пыталась понять, как серебрение, ионы серебра, растворы коллоидного серебра влияют на наш организм. Но прежде чем говорить вот о каких-то таких уже более специфических изменениях воды, давайте с вами обсудим обычные, скажем так, понятные характеристики, которые фиксируются и измеряются, эти параметры, в всех очистительных организациях, через которые проходит водопроводная вода. Эти характеристики фиксируют все производители бутилированной воды, какая бы она ни была, любой степени минерализации. И мы тоже желательно, чтобы хорошо, если бы понимали, что же мы пьем изо дня в день, и что мы получаем из фильтра, из водопровода, когда мы покупаем какую-то воду в бутылках и так далее. Поэтому анализ воды – это очень важный параметр, и есть некоторые основные характеристики. Во-первых, сразу скажу, что анализ воды глобальный, его по бактериологическому составу, по составу солей, по присутствию тяжелых металлов, естественно, pH воды, ее свойства органолептические, ее свойства цветности, присутствие каких-то примесей, гормонов и так далее, просто металлов, не обязательно тяжелых металлов, а обычных металлов, вроде бы полезных для организма, органические, неорганические соединения. Вот все это можно заказать, такой анализ. И существуют специальные лаборатории, где, если вам нужно понять, насколько ваша вода хороша, например, вы сделали скважину за городом, либо у вас есть какие-то подозрения по поводу водопроводной воды, то вот здесь, чтобы не гадать, или еще часто бывают ситуации с источниками, родниками. Я очень настороженно отношусь к родникам, и даже вот здесь вот живя вроде бы, близость природы, Черногория, категорически не пью, естественно, и не даю в своей семье родниковую воду. По той причине, что над тем родником, из которого собирают эту воду, у нас здесь несколько родников в округе, всегда есть какое-то селение, так как у нас гористая такая местность, и горы дальше, выше, то это не просто горный источник, а это родник, из которого идет вода, проходя мимо каких-то жилых поселков, небольших каких-то деревень. И часто там стоят септики, часто там стоят какие-то незащищенные просто как выгребные ямы, где-то есть на окраинах свалки. Все это впитывается в землю, весной это смывается дождями, снегом, летом дождями тоже. И, соответственно, все это стекает в итоге в реки, а из этих рек берут и источники эти ручьи, и эти родники. Да, они проходят через горные породы. Да, по идее, чем интересны родники, что они должны, проходя через горные породы, по сути, они должны фильтроваться, насыщаться минералами и фильтроваться от различных примесей. Но, во-первых, я не знаю
состав горных пород, это надо заказывать очень масштабные исследования, не вижу просто в этом смысла. Не знаю состав тех горных пород, через которые проходят эти родники. Более того, прекрасно понимаю, что много сточных вод все-таки стекает из селений, которые находятся выше. Если бы это был родник, над которым нет никаких жилых населенных пунктов, или там живет, например, люди, там 3 дома стоят, да, а там достаточно, там населенные пункты, их много, и они кажутся разбросанными относительно крупных городов, конечно, это ничто, но они там есть, и живут они, конечно, близко к воде. Поэтому такие родники, они могут не успевать очищаться от тех примесей, которые попадают в них, а тем более сейчас это и пластик, сейчас это и все-таки определенные гормоны попадают, и какие-то корма животных, и отходы естественные животных, которых, если кормят какими-то кормами, содержащими антибиотики, гормоны, то, соответственно, тоже это все попадает в эти воды. Я очень сомневаюсь, честно говоря, что успевает очиститься вода, проходя, там, даже если это селение стоит на 20 километров выше от этого родника. И такие родники очень опасны. Но часто это, знаете, так по привычке, то вот родник – это хорошо, это чистая вода, и как-то люди часто по накатанной набирают воду из родников, потом ее используют. Здесь может даже не помочь кипячение, потому что кипячение, конечно, решит вопрос с бактериальной флорой, однако присутствие солей, тяжелых металлов, да, какая-то часть из них может выпасть в осадок, но нет никакой гарантии, что, тем более кипячение – это не какой-то универсальный способ очистки. Это скорее только бактерицидное действие. И поэтому, конечно, я против того, чтобы, если вы точно не знаете состав воды из источника, вы предполагаете, что кто-то там живет выше, я считаю это рискованным очень мероприятием, тем более на регулярной основе. Хорошо бы такую воду взять, отнести в лабораторию, которая занимается именно исследованием воды, и тогда вы сможете быть спокойны. Может быть, действительно у вас тот самый источник, который очень глубоко проходит под землей и действительно проходит как раз через слои благотворные, проходит хорошую естественную фильтрацию, очистку, не осеменен бактериально, и такая вода действительно может быть кратно лучше, чем вода из-под крана. Для чистоты анализа, конечно, хорошо бы параллельно сдать еще и воду из водопровода, который идет у вас из крана, для того, чтобы посмотреть, а как отличается. Может быть, источник не идеален, но вода из водопровода еще хуже по определенным характеристикам. Я всегда за то, чтобы все можно было объективно изучить. Доверяй, но проверяй, да. И верить это замечательно, это хорошо, но в таких вопросах лучше, конечно, проводить проверку и видеть объективно, с чем вы имеете дело. Так вот, когда мы отдаем воду, да, на исследование, когда мы ее можем сами оценить, что оценивается? Оценивается 3 основных показателя качества воды. Это санитарно-гигиенические показатели, это микробиология и паразитология. Это то, что дома мы проверить вот так вот легко не сможем. И здесь, конечно, нужно сдавать на паразитологию и на микробиологический анализ, чтобы понять, что там есть. Но это важно, когда вы собираетесь пить сырую воду. Если вы будете воду кипятить, либо у вас будет водопроводная вода проходить через фильтр обратного осмоса, либо вы берете воду и кипятите там ту же родниковую или из крана вы будете кипятить. В таком случае здесь может не беспокоить вас вот санитарно-гигиенические показатели, потому что вы либо осмосом, либо кипячением убираете бактерии, убираете паразитов. Но основные все такие вот, которые, 99% уходят. И единственное, что мы же продолжаем еще и чистить зубы, полоскать горло, например, да, и полоскать рот после чистки зубов. Если вы это делаете водопроводной водой, то здесь, конечно, вопрос остается насчет вот этих вот бактериологического, паразитологического присутствия. И тогда, если вы не уверены, бывает так, что вы, например, приезжаете в какое-то место, вот был вопрос как раз, девушка проживала всегда в Сургуте, и очень нравилась вода по органолептическим ощущениям, по вкусу, по ощущению от этой воды, что там артезианские скважины. А потом, приехав в другой город, по-моему, в Пермь, очень тяжело было кишечнику, и были прямо симптомы как отравления, что эта вода, она достаточно серьезно повлияла на микробиоту. И это действительно так, не обязательно эту воду нужно пить, но и можно достаточно полоскать рот. И когда вы видите такие изменения,
колоссальный, вы меняете воду, неважно, вы какую-то другую купили или вот из родника, или куда-то поехали, и вы видите проявление дисбактериоза, может появиться метеоризм, может появиться жидкий стул, могут появиться признаки отравления, интоксикации. Это говорит о том, что, скорее всего, эта вода, которую вы элементарно чистите зубы, она имеет какой-то бактериологический фон. Не обязательно очень высокий, но, скорее всего, для вас категорически непривычный. Что нужно делать? Ну, не побежишь же вот сейчас, да, если куда-то приехали там отдыхать, например, сдавать на бактериологический, паразитологический анализ. Понятно. Значит, используем воду проверенную, либо кипяченую, либо бутилированную, проверенную, от которой нет таких реакций.